Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Судя по продолжающимся бурлениям вокруг трейлера Ведьмака 4, людям еще не надоело обсуждать щечки Цири, так что, видимо, и в инфакте эта тема какое-то время поживет. Сайт Video Games Chronicles взял интервью у авторов The Witcher 4. Полной версии разговора пока нет, ресурс поделился лишь фрагментом. В нем CD Projekt Red вновь прокомментировала выбор Цири в качестве протагонистки. Как утверждает нарративный директор игры Филипп Вебер, команда осознавала, что поклонники Ведьмака прикипели к Геральту и не хотят с ним прощаться. Однако разработчики тщательно обдумали свое решение, заверил специалист. Говорит: «Думаю, мы точно знали, что этот выбор может показаться спорным некоторым людям. Конечно, в предыдущих 3 играх главным героем был Геральт, и думаю, всем очень нравилось за него играть. Мне тоже очень нравилось, поэтому думаю, мы понимаем, что если кто-то предпочел бы и дальше быть Геральтом, то это вполне логичный повод для беспокойства. Если причина беспокойства состоит в этом, то она справедлива». Конец цитаты. Руководитель также напомнил, что Цирилла была вторым протагонистом в романах Сапковского и вторым играбельным персонажем в «Дикой охоте». Кроме того, благодаря Цири, CD Projekt Red поведает историю начинающего Ведьмака. В следующей демонстрации поляки постараются доказать, что новая протагонистка — достойная преемница Белого Волка, заявил Вебер. По словам исполнительного продюсера Малгожаты Митренги, в целом публика тепло встретила анонс The Witcher 4. Что до скептиков, то им, дескать, стоит дождаться финального продукта. Такое вот заявление. Поверят ли в комментах? Ребята, кажется, никто из вас не хочет играть со мной в Finals. Хорошо, тогда у меня есть новость про Warface. Там новый сезон стартанул, называется «Уличные хищники». В нем игроки смогут пройти PvE рейд «Ночной город». Целый лор вокруг миссии есть, кстати. Не просто рандомное задание, а продолжение противостояния с Blackwood. Сезон включает обновленные локации, сюжетные повороты, да, там же есть сюжет, новый боевой пропуск с уникальными наградами, контентные обновления и сезоны игровых активностей. В сезоне уже успели добавить новую серию PvE оружия крысолов и серию боевого пропуска Street Art. А еще завезли PvP режим потасовка. Кроме этого, игроков ждут улучшения геймплея, в том числе ребаланс оружия и бонусы для любителей ближнего боя, а также изменения в рейтинговых матчах для улучшения взаимодействия между игроками и допиливания интерфейса. Там, говорят, до 15 января бонусы всем зашедшим выдают. Подробности пересказывать не буду, заинтересованные сами на сайте игры все смогут найти. Всякие ТГА, Golden Joystick и прочие бронзовые рули — это все отличные премии, конечно, но настоящие геймеры хайпуют только ее, премию Steam. Там, конечно, нет игр Nintendo, консольных эксклюзивов, а в номинациях иногда происходит полная шиза, когда в лучшем саундтреке 2024 года светится RDR 1. Ладно, выборка сомнительная, но ради интереса можно и заценить. Голосование начнется сегодня в 9 вечера по МСК, а завершится 31 декабря в то же время. Победители станут известны сразу же. Полный список номинантов и номинаций лежит у нас на сайте, но парочку озвучу. За выдающийся визуальный стиль сражаются Silent Hill 2, Nine Souls, Метафора Рефантазио и Hades 2. Ну, тут база. За лучший мультиплеер Palworld, Helldivers 2, Warhammer 40 000 Space Marine 2, Sons of the Forest и Satisfactory. Жалко, что Concord сюда не попала, правда. Да. Ну и самое интересное, игра года. Тут замес между Black Myth Wukong, Stalker 2, Ballatra, Helldivers 2 и Warhammer 40 000 Space Marine 2. Те, кто не удовлетворился Астробот в качестве игры года, могут тут отыграться. Тут бывший сотрудник Bethesda решил покуситься на святое. Он наехал на загрузочные экраны. В разговоре с порталом Videogamer бывший художник Bethesda Game Studios Нейт Перкипайл выразил удивление, что в итоговой версии Starfield оказалось так много загрузок. Вот что он сказал. Она могла обойтись без многочисленных экранов загрузки. Некоторых из них вообще не было, когда я трудился над проектом. Поэтому разросшееся их количество стало для меня сюрпризом. Конец цитаты. По словам девелопера, такая сегментация мира Starfield могла произойти из-за принципа работы Creation Engine и его ограничений. Пришлось расставить экраны загрузки так, чтобы освободить ресурсы для улучшенной производительности в более тяжелых локациях вроде города Неон. Так получается, загрузки в играх без сетки — это уже не баг, а фича?
Sony Interactive Entertainment и разработчики из китайской студии Ulti Zero Games приготовили небольшую геймплейную демонстрацию одиночной экшен-РПГ Lost Soul Aside. Там же появился год выхода игры — 2025. Lost Soul Aside представляет собой что-то среднее между Devil May Cry и новыми Final Fantasy. Главному герою необходимо спасти сестру, а также все человечество от межгалактических захватчиков. В арсенале протагониста множество необычных способностей, при помощи которых можно проводить молниеносные комбо. В ролике юноша отрабатывает их на парочке монстров. Ранее сообщалось, что в производстве участвует аж целый автор Bayonetta и оригинальный Devil May Cry — Хидеки Камия. Продолжает ли он корпеть над игрой до сих пор, неясно. Lost Soul Aside отправится на ПК и PlayStation 5 в 2025 году с текстовым переводом на русский язык. Новости про Killzone, ребята! Уху! Шутер засветится в Helldivers 2. Да, это коллаба, причем именно со второй частью Killzone. В магазине уже доступна первая партия предметов из коллаборации. Вторая доберется до виртуальных полок 23 декабря, что уже можно прикупить. Штурмовую винтовку, сет брони, плащ, титул и баннер. Также заготовлена награда в духе Killzone 2, которая достанется адским десантникам в зависимости от успеха галактической войны. Пользователи, правда, уже расстроены высокой стоимостью набора. Первая половина обойдется почти в 2000 суперкредитов. Если вторая будет стоить примерно столько же, то за все предметы, как все математики уже посчитали, придется отстегнуть почти 4000. Косарь валюты, если что, стоит $10. Ну и грустная напоминалка. Ранее в Guerrilla Games сообщили, что не собираются возвращаться к франшизе Killzone. Вместо нее студия сосредоточилась на Horizon. Спустя неделю после старта 14-го сезона Overwatch 2 разработчики из Blizzard запустили лучшую рекламу Marvel Rivals. В смысле, они думают, что это просто прикольный кроссовер с мультсериалом «Аватар. Легенда об Аанге», но, судя по комментам, публика не очень довольна. В рамках события в игру добавили специальные облики для ряда персонажей. Дзиньято стал Аангом, Мэй — Катарой и так далее. Новость вставил, если что, исключительно ради шутки про Marvel Rivals. Вторая половина серий из антологии Secret Level появилась в сервисе Prime Video только вчера, но Amazon уже дала зеленый свет следующему сезону. Как заявили в Prime Video, уже за дебютную неделю первый сезон стал крупнейшей анимационной премьерой на стриминге, если сравнивать его с другими свежими шоу, вроде «Неуязвимого», «Отеля Хазбин», «Легенды о Вокс Машина» и мини-сериалом «Полный расколбас. Пищевая утопия». Не, ну такие конкуренты, конечно, хотя ладно, Хазбин неплохой, кажется. Если вдруг вы еще не смотрели Secret Level и умудрились пропустить все новости о сериале, то это сборник обособленных друг от друга серий, каждая из которых посвящена одной игре или франшизе. Первый сезон включили эпизоды по Сифу, Dungeons and Dragons, Unreal Tournament, Warhammer 40 000, Armored Core, Mega Man и так далее. А вот и все новости на сегодня. Как классно, что на сайте есть свежая вкуснятина, чтобы вам было чем себя занять сегодня. Вес принес обзор Marvel Rivals, а Алексей Лихачев разразился текстом про Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Понятия не имею, что это, пойду из текста и узнаю. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!